Приветствую всех на своем канале «Занятия для души. Вязание с Натальей Волковой». Сегодня я вам хочу показать и рассказать, как выполнить вот такую вот летнюю кофточку-туничку. Скоро у нас лето, и поэтому, конечно же, необходимо к нему готовиться. Поэтому я решила связать вот такую вот кофточку именно в летнем дизайне. То есть выполнена она, эта кофточка, из стопроцентного хлопка. Хлопок без мерсеризации. С каким именно хлопком я работала, это все я вам покажу и расскажу в процессе работы. Значит, от рекомендованного количества хлопка, а именно от 4 моточков по 100 грамм на данный размер, у меня остался вот такой вот моточек пряжи. Поэтому мало ли, если вдруг вы захотите немножко, предположим, удлинить данную кофточку или сделать ее совсем на чуть-чуть пошире, то, возможно, вам и хватит того количества ниток пряжи, которую я буду рекомендовать в процессе данного видео МК. Но опять же, если же вам нужна будет кофточка большего размера, то не забываем, что, конечно же, и количество пряжи у вас уйдет больше. Значит, теперь непосредственно о самой кофточке. Как я уже и сказала, значит, она выполнена из стопроцентного импортного хлопка. Длину я не стала делать очень длинную, то есть она у меня просто как кофточка, но в то же самое время при желании вы можете ее сделать и в более длинном варианте, то есть выполнить ее в виде тунички, сделать это уже чисто на ваше усмотрение. Задекорировала я данную кофточку, значит, вот таким вот поясочек я добавила. Поясочек тоненький, не стала его делать громоздким, то есть я это в принципе сделала специально, чтобы он был такой нежненький и аккуратненький. Значит, по краям поясочка кисточки у меня идут. Небольшие тоже, опять же, маленькие вот такие вот кисточки. То есть я специально вдела поясок, так как я захотела эту кофточку немножечко приталить. Но опять же, это абсолютно не обязательный декор, так я бы сказала. То есть если вам нравятся кофточки более прямого покроя, то в принципе вы можете обойтись без этого поясочка. Значит, также, если вы обратили внимание, украшена у меня эта кофточка стразиками. То есть вот у меня идут стразики в виде цветочков, они идут в тон именно пряжи, то есть голубого цвета. Внутри у меня бусинка из лунного камня, то есть очень так красиво, нежненько смотрится декор. Но опять же, как я всегда говорю, декор это чисто на усмотрение каждой вязальщицы. То есть если вам не нравятся совсем никакие стразики, то есть можно вполне обойтись и без них. Значит, что касается размера, я вам не буду говорить прям 100% какой это размер, так как данную кофточку, туничку можно носить как в свободном варианте на небольшой размер, там предположим 42-44, но также можно ее более в обтяжечку носить, и тогда размер будет в пределах где-то 46, даже возможно на 48 подойдет. Я вам лучше дам точные размеры данной кофточки, чтобы вы уже смогли сориентироваться, как она вам подходит или нет по размеру. Значит, в длину она у меня получилась около 65 сантиметров. Значит, по уровню груди ширина у нее где-то около 48 сантиметров. И по низу у меня ширина получилась где-то в пределах 51-52 сантиметра. Ну, 51 где-то вот так вот сантиметр. То есть это у меня именно, значит, размеры кофточки. И рукавчик я сделала, сейчас я вам скажу, в длину он у меня получился 28 сантиметров, и вот ширина у него где-то 20-21 сантиметр, то есть рукавчик такой достаточно широкий. Значит, выполняла я эту кофточку крючком, вязала, но опять же хочу обратить внимание, что обвязочка по рукаву у меня связана спицами. То есть вот эту вот резиночку я связала спицами, но опять же в процессе работы я буду объяснять, каким образом вот эту вот резиночку именно связанную спицами можно заменить, например, обойтись только вязанием одним крючком. То есть если вы, например, совсем никак не вяжете спицами. Значит, это я все буду вам объяснять в процессе работы. Значит, что касается непосредственно самой работы, я не скажу, что она очень и очень сложная. Нет, основное вот это вот полотно, если вы обратите внимание, оно вообще вяжется очень легко и просто. Но опять же хочу сказать, что для выполнения данной модели все равно необходим опыт.
опыт в работе, вязание крючком, опыт именно разбираться в схемах, потому как я хоть и буду стараться максимально подробно объяснять, но опять же я, как правило, объясняю все очень подробно на начальном этапе, распределения на начальном этапе петель и тому подобное, а потом я уже просто объясняю, как вязать самостоятельно. Поэтому, если вы совсем-совсем недавно научились вязать крючком, то, боюсь, вы такую кофточку выполнить не сможете. Поэтому рекомендую просмотреть видео МК в полном объеме, чтобы посмотреть, достаточно ли вам будет информации, все ли вам понятно для того, чтобы выполнять уже эту кофточку. Значит, основные какие могут быть затруднения? Затруднения могут быть именно в вывязывании вот этого выреза. То есть, если вы здесь обратите внимание, здесь идет такой вот уголочком вырез. Вяжется эта кофточка сверху вниз идет работа. То есть, здесь у меня идет реглан вывязанный. И за счет вот этого вот выреза, возможно, могут возникнуть у некоторых именно вязальщиц проблемы в вязании. Но это, опять же, как я всегда говорю, при желании, если очень хочется, то можно сделать очень и очень много. То есть это, в принципе, основные моменты, которые я вам хотела рассказать про данную кофточку. Итак, начинаем. Итак, для работы вам понадобится стопроцентный хлопок. Вот в моей ситуации я взяла. Это хлопок фирмы Alize, называется Sunny, турецкая это пряжа. То есть, кто не работал, я сейчас расскажу. Это у нас, как я уже сказала, стопроцентный хлопок. 100 грамм 400 метров. Цвет именно этот голубой, это номер 40 цвета. Значит, у меня ушло таких вот моточков 4 мотка. Данный хлопок, он без мерсеризации. Кто работал и вязал летние кофточки, тот, наверное, в принципе знает, в чем отличие именно хлопка с мерсеризацией и без. Но я так в двух словах вам попытаюсь объяснить, так как это, в принципе, важно при выборе пряжи, потому что не обязательно прям вязать именно с такой пряжи, возможно, вы выберете себе что-то и другое. Значит, как я уже сказала, это у меня хлопок без мерсеризации, но также есть и хлопок с мерсеризацией. То есть мерсеризация — это вид обработки хлопка, за счет чего он становится такой, я бы сказала, более шелковистый, более плотненькая ниточка становится и в какой-то степени более нарядная. Но, тем не менее, есть плюсы и минусы, как я считаю, и в той, и в другой пряже. Значит, начнем с хлопка без мерсеризации. То есть вот этот у меня, в частности, хлопок без мерсеризации. Если вы обратили внимание, если вам видно, этот хлопок, он как бы матовый, без блеска он этот хлопок. Ниточка такая не особо плотной скруточки, даже я бы сказала, что немножко рыхлая ниточка. Значит, сама по себе пряжа, обычно хлопок без мерсеризации, он намного более мягкий, чем хлопок с мерсеризацией. Значит, полотно получается, соответственно, более такое мягкое, комфортное, очень приятное к телу и очень хорошо впитывает вот именно такая вот пряжа, и, соответственно, потом и кофточка, она будет хорошо впитывать влагу. Значит, это основные, я бы так сказала, плюсы этой пряжи, но есть, конечно же, и минусы. Такая пряжа, она, я бы так сказала, что менее нарядно выглядит, и плюс со временем она может немножко закатываться, что тоже я считаю минусом. Значит, это вот именно хлопок у меня без мерсеризации. И вот я взяла для сравнения, чтобы вам показать, хлопок с мерсеризацией. Это у меня, значит, идет 100% египетский хлопок. И вот здесь вот вы видите мерсеризованный хлопок. Значит, если вы обратите внимание, этот хлопок, он такой более блестящий, более красивый. Конечно же, с него изделия, как правило, получаются более такие вот нарядные. Но сама по себе ниточка имеет такую плотную скруточку. То есть, если здесь у меня получается на 100 грамм 240 метров, здесь у меня 400 метров на 100 грамм. Посмотрите, а ниточка по толщине, она практически одинаковая.
Вот видите, она практически одинаковая, эта ниточка, потому что этот хлопок, он с мерсеризацией, поэтому скрутка у него именно ниточки более такая очень плотная. За счет чего полотно получается, как правило, из такой пряжи более жесткое. Я бы так даже сказала, что может немножко менее быть приятным к телу вот из такой вот пряжи, если вязать. И плюс, наверное, из минусов я бы так сказала, что это полотно, такая пряжа, она меньше и хуже впитывает влагу. Но плюс, что она меньше закатывается со временем. То есть это вот основные моменты. Вот так вот, если сравнить, выглядит эта пряжа без мерсеризации и с мерсеризацией. То есть вы уже самостоятельно должны выбирать, что вам больше нравится, что вы больше хотите. Или вот кофточку носить, например, на каждый день в летний период, чтобы она просто была мягкая, уютная, комфортная, так сказать, и удобная в носке. Или же вам, например, более важно вот нарядный такой красивый вариант, чтобы эта кофточка была в какой-то степени на выход. То есть это вы уже самостоятельно выбираете, какая вам пряжа больше, так сказать, понравится. То есть вот я буду вязать из такой пряжи, то есть это у меня хлопок без мерсеризации, 100 грамм 400 метров. Ушло у меня на кофточку 4 моточка. Значит, также вам понадобится крючок. У меня это крючок 2,25, так, по крайней мере, заявлено у меня на ручке, что это 2,25, но у меня складывается такое впечатление, что этот крючок все-таки немножко побольше, и что он где-то как на 2,5. То есть, к сожалению, такие ситуации бывают, разные производители, и могут писать размеры немножко, которые могут не совпадать. Поэтому я бы все-таки рекомендовала вам взять где-то крючок 2,5, потому что этот явно не 2,25, вот такой вот крючочек. Значит, также вам понадобятся маркеры для вязания. Ну и в принципе это все. Декоры это уже чисто на ваше усмотрение, там какие-нибудь, возможно, стразики или бирочка, хэндмейд, ручная работа, то есть это уже по желанию. Итак, начинаем. Итак, работать я буду вот по этой схеме. Схема вам будет предоставлена в конце видео. Единственное, что я сюда немножко внесла изменения. То есть на начальный этап я набрала 7 раппортов, то есть вот они у меня записаны. Значит, специфика вот работы именно по данной схеме заключается в том, что на начальном этапе будет вязаться изделие не по кругу, как обычно это бывает в круглых кокетках, когда связано крючком, а будет вязаться, то есть туда-обратно на начальном этапе, так как вот отсюда начинается работа, то есть и потом постепенно будет выходить именно на круговое вязание, то есть за счет чего по спинке будет просто ровно, по плечам будет также ровно, а спереди будет формироваться вот такой вот вырез будет спереди. То есть, итак, для начала работы я набрала, как я уже сказала, 7 раппортов. То есть это у меня один раппорт состоит из 12 петелек, всего 84 петли, плюс 1 петелька будет для симметрии. Значит, какие я внесла изменения в схему? Значит, по плечам я добавила еще по одному раппорту узора, потому что здесь получается как-то очень мало, если отталкиваться именно от схемы. То есть у меня получилось, что по плечам у меня будет по 2 раппорта узора, на спинке будет 3 раппорта узора. Вперед пока не набирается вот именно петли, только на вот плечи и на спинку. То есть всего, как я уже сказала, я набрала 84 петельки, это 7 раппортов, плюс 1 петелька для симметрии. И провязала первый ряд. То есть вот я его провязала. Сейчас я вам объясню, каким образом я это сделала. То есть вот таким вот образом он у меня выглядит. То есть я поставила вот этих вот 2 маркера. Это будет у меня именно плечо по спинке, то есть это вот эта вот часть у меня стоит маркеры на плечах по спинке с одной и со второй стороны, а вот этот вот именно то, что будет идти по плечам расширение, это у меня уже пойдет к переду. То есть вот таким вот образом у меня все это выглядит. Вот это вот у меня спинка, 3 раппорта узора.
Вот это вот у меня плечи получается. Расширение у меня будет идти вот согласно схеме, то есть вот здесь и вот здесь. То есть вот расширение это вот в этой части будет идти, вот в этой части, значит вот здесь. И вот здесь вот это у меня пойдет расширение. Значит, итак, каким образом я вязала непосредственно вот этот вот первый ряд. То есть после того, как я провязала 85 петель, я начала вот первый ряд вязать. То есть здесь, согласно схеме, необходимо сделать 3 воздушные петельки для подъема. Потом в последнюю петельку, вот в последнюю петельку, в эту я провязала 2 столбика с накидом, 2 воздушные петельки, 3 столбика с накидом. То есть вот они у меня идет. Вот 3 петельки для подъема, 2 столбика с накидом, 2 воздушные петельки, 3 столбика с накидом. То есть вот этот элемент я провязала. Далее у меня идет 3 воздушные петельки. Вот они, 3 воздушные петельки. И далее у меня провязывается 5 столбиков без накида. Вот они, 5 столбиков без накида. И далее я добавила еще один вот именно раппорт. Каким образом я его связала? После 5 столбиков без накида я провязала 3 воздушные петельки. И далее в одну петлю через 3 воздушные петельки изначально я провязала 3 столбика с накидом. То есть вот я вязала согласно схеме, то есть вот здесь вот как это нарисовано, только единственное, что я на плечо добавила еще один раппорт, потому что когда я начала вязать изначально в первый раз, то один раппорт очень мало. То есть вот таким вот образом у меня получается 3 воздушные петельки, через 3 петельки начальной цепочки, 5 столбиков без накида, 3 воздушные петельки, далее опять же через 3 петельки начального ряда в следующую петлю в одну я провязываю 3 столбика с накидом, 2 воздушные петельки, 3 столбика с накидом, далее 3 воздушные петельки и через 3 петли получается вот начального ряда 5 столбиков без накида, 3 воздушные петельки, через 3 петли начального вот этого ряда 3 столбика с накидом в одну петельку, вот они у меня провязаны. Далее опять у меня идет 3 воздушные петельки и через 3 петли начального ряда 5 столбиков без накида, вот они у меня провязаны. 3 воздушные петельки, через 3 петли начального ряда в одну петлю я провязываю 3 столбика с накидом, вот они провязаны. Далее у меня 3 воздушные петельки и через 3 петли начального ряда 5 столбиков с накидом, 5 столбиков без накида, извините. Вот я провязываю без накида, 3 воздушные петельки и через 3 воздушные петли начального ряда в одну петлю я провязываю 3 столбика с накидом, 2 воздушные петельки, 3 столбика с накидом. Далее опять же 3 воздушные петельки. Через 3 петли начального ряда я провязываю 5 столбиков без накида, 3 воздушные петельки, через 3 петли начального ряда в одну петельку я провязываю 3 столбика с накидом, вот они у меня идут, 3 воздушные петельки, через 3 петли начального ряда 5 столбиков без накида провязываю, вот. 5 воздушных петелек и через 3 петли начального ряда я провязываю опять же вот это уже конечный элемент, то есть в последнюю вот эту, ну или в первую можно сказать петельку, 3 столбика с накидом, 2 воздушные петельки и 3 столбика с накидом. То есть вот это я получается провязала первый ряд, то есть если вот так вот расположить, у меня он получается вот таким вот образом, вот. То есть это у меня спинка потом будет, вот это у меня будут плечи, а вперед это уже пойдет вот здесь вот потом вывязываться типа треугольничком будет вырез. Итак, далее я буду вязать следующий ряд, то есть я вам покажу именно как он вяжется. Значит, следующий ряд это получается вот он у меня 3-й ряд идет, вот он будет вязаться, это 3-й ряд, вот здесь вот он будет вязаться. Значит, вязать я его буду следующим образом. То есть я делаю 3 воздушные петельки, это для подъема, 3 воздушные петельки, то есть это вот место будет столбика с накидом. Далее я провязываю здесь согласно схеме 3 воздушные петли,
То есть всего у меня получается на начальном этапе я 6 воздушных петель провязала. И далее вот в этот элемент, то есть это боковой будет, там где будет идти расширение, я провязываю следующим образом: 3 столбика с накидом, 1, 2, 3, 2 воздушные петельки, и опять же сюда же я провязываю 3 столбика с накидом, 1, 2, 3. То есть вот я провязала, это у меня получается вот этот вот элемент. Далее вот идет дуга, на которой, к сожалению, ничего не написано, сколько здесь петель, но судя по логике вещей, здесь у меня получается 7 петель. 7 петель. То есть далее я провязываю 7 воздушных петель. 5, 6, 7. Вот 7 петелек я провязала, вот они. И далее я провязываю 3 столбика с накидом, из которых первый столбик с накидом я провязываю вот в последнюю петельку предыдущего ряда. Вот так вот я провязала. И далее сразу я провязываю следующие 2 столбика с накидом. 1, 2. То есть вот в общей сложности у меня получилось 3 столбика с накидом, из которых первый столбик я провязала в последнюю петельку вот этого вот элемента, вот здесь вот. И далее 2 столбика с накидом провязала. То есть вот это мы провязали вот этот вот элемент. Далее, согласно схеме, у меня идет 3 воздушные петельки. Вот я их провязала. И далее у меня идет 3 столбика без накида. Вот сюда. В предыдущие, то, что мы провязывали в предыдущем ряду, 5 столбиков без накида. То есть по центру я провязываю теперь 3 столбика без накида. То есть вот таким вот образом у меня получается. И далее мы делаем повтор. Повтор следующим образом. То есть это я делаю 3 воздушные петельки. Далее у меня идет 3 столбика с накидом, из которых вот 1, 2 я провязываю в дугу предыдущего ряда, то есть вот таким вот образом, а 3 я провязываю вот в первую петельку. Вот таким вот образом, вот там, где мы в предыдущем ряду провязывали 3 столбика с накидом в одну петельку, то есть вот 3 столбик с накидом я провязываю в первую петельку, вот так вот. Далее у меня идет, согласно схемы, вот такая вот большая дуга, то есть вот она вот здесь вот, 7 петель воздушных, таким вот образом. Далее я провязываю 1 столбик с накидом вот в последнюю теперь уже петельку получается, таким вот образом, и 2 столбика с накидом, это в дугу предыдущего ряда я провязываю 1 и 2. То есть вот таким вот образом у меня все получилось. Далее я, согласно схеме, провязываю 3 воздушные петельки и 3 столбика без накида, это вот по центру, вот здесь вот я провязываю, там, где мы в предыдущем ряду провязывали 5 столбиков без накида. То есть 1, 2, 3. То есть вот таким вот образом у меня все это выглядит. Вот так вот. Да. Далее я провязываю 3 воздушные петельки. И вот мы дошли вот до этого участка. Вот это у нас плечо будет с расширением. Вот он, второй ряд идет. То есть это я провязываю 2 столбика с накидом в дугу предыдущего ряда, вот таким вот образом. 1 столбик с накидом делаю в первую петельку, вот так вот получается. И далее опять же вот у меня идет вот эта вот дуга из 7 воздушных петелек, 7 воздушных петелек, после чего расширяющий элемент, то есть 3 столбика с накидом, 3 столбика с накидом, 2 воздушные петли и 3 столбика с накидом.
Итак, я провязала расширяющий вот элемент, получается, после первого плеча. То есть у меня выглядит вот таким вот образом. И далее я буду вязать спинку. Спинка у меня отмечена маркерами. То есть вот они у меня идут маркеры. И далее я буду вязать согласно схемы. То есть, а согласно схемы у меня идет 7 воздушных петелек. Вот у меня они получились. Один столбик с накидом я делаю в последнюю петельку предыдущего ряда. 2 столбика с накидом в дугу предыдущего ряда. То есть вот таким вот образом. Далее у меня идет 3 воздушные петельки и 3 столбика без накида. Это я провязываю, где у меня в предыдущем ряду было 5 столбиков без накида. Вот таким вот образом на схеме это у меня обозначено вот здесь, вот этот вот участок. То есть вот после расширяющего элемента я провязала 7 воздушных петелек, вот они у меня. Далее у меня идут 3 столбика с накидом, из которых один первый я провязываю вот в последнюю петельку. Далее у меня идут 2 столбика с накидом в дугу предыдущего ряда, 3 воздушные петли и 3 столбика без накида. Это я провязываю там, где в предыдущем ряду мы провязывали 5 столбиков без накида. То есть это вот этот участок, который сейчас только что вот я провязала. Вот на схеме он выглядит вот таким вот образом. И далее я вяжу уже непосредственно по схеме. То есть 3 воздушные петли. 2 столбика с накидом я провязываю в дугу предыдущего ряда. 1, 2. 1 столбик с накидом я провязываю в первую петельку предыдущего ряда. Вот так вот получается 7 воздушных петель. 1 столбик с накидом в последнюю петельку здесь провязываю я. И 2 столбика с накидом в дугу предыдущего ряда. 1 и 2. То есть вот таким вот образом у меня все это выглядит. Далее у меня идут 3 воздушные петли. И далее я провязываю 3 столбика без накида. Предыдущие 5 столбиков без накида по центру. То есть вот таким вот образом 3 воздушные петли. 2 столбика с накидом в дугу предыдущего ряда. 1, 2. 1 столбик с накидом в первый столбик с накидом предыдущего ряда, вот здесь вот 7 воздушных петель. 1 столбик с накидом я провязываю в последнюю сюда петельку, вот так вот, и 2 столбика с накидом я провязываю в дугу предыдущего ряда, вот так вот. 3 воздушные петли. И 3 столбика без накида я провязываю в предыдущие 5 столбиков без накида. Вот. 3 воздушные петли, 2 столбика с накидом, 1, 2 и 3 в первую петельку я провязываю. Вот так вот. 7 воздушных петель. И расширяющий элемент по плечу, который идет, то есть 3 столбика с накидом, 2 воздушные петельки и 3 столбика с накидом. Итак, вот мы с вами провязали, это получается спинку, то есть вот она выглядит вот таким вот образом. Значит, и вот это первое плечо, спинка, и получается осталось провязать только вот второе плечо. Итак, далее мы вяжем следующим образом: 7 воздушных петель, 1 столбик с накидом, последнюю петельку, 2 столбика с накидом в дугу предыдущего ряда, вот так вот, 3 воздушные петли. И 3 столбика без накида я провязываю в предыдущие 5 столбиков без накида, там где провязывала. Вот так вот. 3 воздушные петли, 2, 3, 2 столбика с накидом, это я провязываю в предыдущую дугу,
1 столбик с накидом в первую петельку. То есть в принципе все однотипное, абсолютно все однотипное. То есть вот эти вот 3 столбика с накидом, то что мы провязываем, то есть абсолютно везде идет 2 столбика с накидом провязывается в дугу предыдущего ряда, а 1 столбик он провязывается вот или в начале, или вот здесь вот будет вот в конце провязываться в последнюю петельку. То есть схема абсолютно она идет однотипная. 7 воздушных петель. Далее опять же вот первый столбик с накидом я в последнюю петельку провязываю. 2 столбика с накидом в предыдущую дугу я провязываю. 1, 2. То есть вот таким вот образом. Далее у меня 3 воздушные петельки. 3 столбика без накида я провязываю в предыдущие, там где 5 столбиков без накида провязывалось. Вот так вот. 3 воздушные петли. 2 столбика с накидом в предыдущую дугу я провязываю. И 1 столбик с накидом в первую петельку провязываю. То есть вот таким вот образом все у меня выглядит. Далее делаю 7 воздушных петель. И расширяющий у меня вот элемент остался провязать. То есть это 3 столбика с накидом. 1, 2, 3 столбика с накидом, 2 воздушные петли и 3 столбика с накидом. 3. И заканчивается у нас ряд. Это 3 воздушные петельки и 1 столбик с накидом. Вот получается в первую или в последнюю петельку предыдущего ряда. То есть вот таким вот образом у меня получилось. Это я провязала второй ряд. То есть если вот так вот положить на стол, у меня получается это плечо, вот эта спинка получается. То есть и далее я буду постепенно прибавлять вот здесь вот петельки, и таким образом будет формироваться треугольный вырез спереди. То есть на схеме это вот здесь это вот видно. То есть вот таким вот образом будет вязаться все. И, соответственно, получается, будет расширяться вот вперед, пока не наберется количество петель спереди точно такое же, как по спинке, и можно будет тогда уже вязать, получается, в круговую. То есть вот это мы с вами провязали второй ряд данного узора. Итак, на этом первая часть видео МК «Как связать красивую летнюю кофточку, туничку крючком» подошла к концу. Буквально на днях выйдет следующая часть видео МК, которую вы сможете посмотреть у меня на канале. Итак, кому понравилось видео, обязательно ставим лайк, подписываемся на мой канал, чтобы не пропускать в дальнейшем интересную и полезную информацию. Делимся данным видео со своими друзьями, вдруг у вас также кто-то любит вязать. Итак, до новых встреч!